Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов из мастерской, и сегодня я хочу вам немножко рассказать про вариатор 400-ки, в данном случае у нас К9, 2009, по-моему, год, как раз, если не ошибаюсь. И мопед у нас с пробегом 21 с чем-то тысяча километров. Мы можем посмотреть это точнее. Если не ошибаюсь, то там должно быть сейчас что-то видно. Да, 21 600. Я сам не очень хорошо вижу. Ну, в общем, смысл в чем? Пробег этого мопеда реальный. Его привезли очень с маленьким пробегом из Японии. Типа там 3000 или что-то такое. Вообще, короче, смешной. И сразу же после установки, и сразу же после того, как его привезли, на него поставили доктор Пули. У мопеда полностью родной варик, родной ремень на сегодняшний день. Собственно, по регламенту он меняется на 24 тысячах. И единственное, что здесь менялось, это грузики. Насколько я помню, делалась промежуточно одна чистка варика, уже не помню когда. Посмотрю в истории и сейчас, возможно, вставлю это в кадр на видео. Ну, во-первых, мы видим ремень, которому уже, в принципе, не очень хорошо. И в плане трещин, ну, я даже не буду особо рассматривать, и в плане износа. У нового ремня есть вот такая вот фасочка, которая в обратную сторону. И здесь она вытерта полностью и до конца. И, в принципе, это уже является косвенным показателем износа, даже без всяких измерений. И видим мы вот эти вот нехорошие следы напиленные. Они прям у нас неприятные. Из-за чего они? Перемещаемся к внутренностям варика. Видим на щеке, на передней, вот такую вот острую выработку. Прямо острую. Вот этой острой выработкой на ремне и напилила вот эту вот канавочку. Посмотрим на варик в целом. Во-первых, у нас на колоколе закис подшипник, но это фигня, мы его спрессуем. Вот эти вот стопорочки заменим. Они очень плохо выправляются, как правило, трескаются, потому что они каленые. То есть он у нас немножко пошел. Снимали вроде без перекосов аккуратно, но все равно это не всегда помогает. Обычно это бывает, когда давно не лазили. Когда лазишь, надо всегда чистить ржавчинку с колокола. И в идеале, ну, я практикую такое, что смазываю обычно подшипник изнутри BMW-шной смазкой. Сейчас покажу. Вот такой вот Штарбуракс NPU-30. Она не разбрасывается по варику и бережет это дело от закисания. Собственно, едем дальше. Хочу обратить особое внимание на количество грязи. Я специально ничего это не вытряхивал, не выдувал. Ее просто, ну, если грубо сказать, то килограммы. То есть идеально чистку варика делать раз в 6000 километров. То есть вы меняете масло, вы открываете крышку. Даже если вы вообще ничего не понимаете, что там в варике, любой человек в состоянии открыть крышку, найти где-то компрессор с продувочным пистолетом и просто продуть все, вот куда вы можете добраться. Это реально продлевает срок службы варика. Я каждый раз всем твержу, что чистите варик регулярно. Лучше, конечно, с разбором. То есть вот что у нас высыпалось из сцепления, то есть мы его даже не продували. Хотя само сцепление в хорошем состоянии, если мы сделаем вот так, не знаю, видно ли на камере, наверное, видно, что прямо вот оттуда отваливается еще и еще. То есть вот тут вот оно все налипло за счет центробежной силы. Можем вот так вот сделать. Ну, не знаю, насколько хорошо это видно. Ну, прямо вот оно все. То есть это надо качественно выдувать и регулярно. Потому что, во-первых,
Эта грязь, она налипает на алюминиевые детали и ухудшает и без того хреновое охлаждение. А трение резины об алюминий, оно очень высокое, и в этот варик очень сильно греется. Это, кстати, и про чистку фильтра варика тоже. То есть фильтр варика это прям святое, даже если вообще вы не хотите никуда лезть упорно, он должен быть раз в 6 тысяч почищен. Я не знаю, когда чистился этот фильтр, но явно обдув нормальный не обеспечивался. Он весь забит тополиным пухом, как минимум 50%. То есть, соответственно, все будет перегреваться и прямо в геометрической прогрессии быстрее изнашиваться. Вот тут из крышки насыпалось. Причем здесь стоит самая правильная прямая пластина под Доктор Пули, с которой они, как правило, всегда работают хорошо. Вот, единственное, что здесь оставили почему-то пластину, ну, как бы оставлять пластину или убирать, много ведется споров. И я сам менял свое мнение на протяжении времени. То есть сейчас я эту пластину в основном стараюсь на место никогда не ставить. Вот, потому что она создает дополнительный упор на больших оборотах. И это не очень хорошо. Дальше мы переходим к главному. К грузикам Доктор Пули, которые здесь стоят, и к варику. И здесь мы видим очень печальную картину. Я специально вот прям ничего не трогал, аккуратно это разобрал и снимаю вам, чтобы показать. Почти все грузики, вот кроме одного, перевернуты. И, естественно, они в таком положении не функционировали как положено. То есть вот так вот они должны стоять. Почему это произошло? Вот смотрите. В канавках, где работают грузики. Вот она канавка. И вот куча грязи. И грузик не может работать в своей канавке. Естественно, за счет центробежной силы. Вот. То есть грузик стремится сюда, а грязь стремится сюда еще быстрее. То есть грузик подвижен, а грязь всегда при заведенном моторе, она у нас разбросана по вот этим вот частям. Она мешает грузику продвинуться, и он начинает катиться по ней. И переворачивается как следствие. И реально, если мы посмотрим на состояние этих грузов, они реально не имеют особо никакого износа. Вот они почти 20-ку проехали. Оригиналу это даже и не снилось. Вот. Единственный износ, который есть, он вот в этих вот частях, потому что они работали не так, как задумано. Это просто... Ну вот Доктор Пули это лучший тюнинг, который можно придумать. Но это дело любит чистоту. И если вы за вариком не следите, то Доктор Пули ставить не надо. Потому что от этого просто будет мало толку. Вы и убьете грузики, и толком не получите тех преимуществ в долгосрочной перспективе, которые они могут дать. Вообще, что такое вариатор? Я бы начал с того, что по-хорошему любой вариатор не предназначен для езды по трассе. Вот мне сегодня писал на Авито утром человек с таким интересным запросиком. Типа, у меня щеки, говорит, 10 тысяч пробега всего, они новые, отличные, но, говорит, я езжу по трассе, у меня на них напилило борозды, и на сотке на 1000 упали обороты. Наоборот, поднялись обороты там с 6 до 7 тысяч. Стоят Доктор Пули. Прекрасно, но если ты ездишь все время в одном режиме, у тебя щеки так и будет пилить. У него запрос проточить щеки. Я говорю, да, без проблем, я проточу твои щеки, если тебе надо просто, если ты их просто привезешь, и мне их надо будет проточить, я их могу проточить, нет проблем. И как раз на примере твоих щек я сниму видео, почему это делать не нужно, почему я перестал это делать, потому что я купил токарный станок то ли в 17-м году, то ли в 18-м. И я сначала занялся очень активно проточкой этих щек. Я достал со склада много бэушных щек, наточил их. У меня где-то в Инстаграме есть на эту тему посты. Да, там что-то организация запрещена в РФ, какая-то такая тема. И начал пытаться продавать их на обмен. И примерно через год я делать это перестал. Я думаю, что он привезет щеки, и я еще на эту тему расскажу. Не буду сейчас всех, что называется, секретов раскрывать. Очень длинное видео получится. Сегодня у нас даже, наверное, будет такой не блог. Вот, у нас один человек заболел. Сегодня мы несколько замедляемся по работе. Опять все планы у нас рушатся. И
Короче говоря, думаю, что этот видос будет именно в основном рассказом о 400-м варике. И, в общем-то, мы имеем такую картину, что я думаю, что связано с тем, что грузики довольно давно перевернулись и работали неправильно. Хотя, черт знает, то есть, может и перегрев повлиял и все остальное. Мы имеем на пробеге там типа 22 тысячи. Вот такой вот варик. Я даже измерять это не буду показывать. Ну, здесь где-то 2,5 мм выработки. А вот здесь на задних щеках. Сейчас. Вот так. Ну, тоже где-то 2,5 мм выработки. До 3. Я бы вообще вот так сказал, что по-хорошему эти щеки уже все 4 просятся под замену. Вот. Сейчас все начнут про проточку, но проточка это мы обсудим отдельно. Я думал над проточкой, но один из пунктиков, который определяет смысл протачивать, это люфт вот этой вот втулочки в корпусе. И он здесь уже значительный. А люфт этой втулочки в корпусе говорит, в принципе, о том, что дальнейшая проточка не имеет как минимум никакого смысла. Потому что, оставив здесь люфт, вы очень сильно увеличиваете вибрации, очень сильно увеличиваете влияние вот этого вот места на коленвал, на подшипники коленвала, на все остальное. А потом вопросы, почему у меня на полтиннике движок развалился. Вот, собственно, поэтому. Потому что трансмиссия — это один из основных факторов на 400-ке, который влияет на ресурс вашего двигателя. И, кстати, еще один интересный вопрос был. Как грузики влияют на сцепление? Смотрите, очень все просто и интересно. У нас в переднем шкиве стоят грузики, допустим, штатные круглые. Мы начинаем повышать обороты. И что у нас происходит? Они начинают выкатываться потихоньку на внешний радиус. На заднем шкиве у нас повышаются обороты. И от повышения оборотов за счет центробежной силы у нас начинают раздвигаться колодки. Далее, когда колодки только начинают на начальном этапе касаться колокола, получается, что это дело, а круглые грузики, они не очень стабильны в этот момент, это дело начинает стремиться понизить обороты, и грузики испытывают такую как бы вибрацию, то есть они туда-сюда немножко подпрыгивают. Как итог, получается, что у нас и сцепление ускоренно изнашивается, и грузики ускоренно изнашиваются, и ремень со щеками ускоренно изнашиваются вот в этот вот момент старта. Доктор Пули ведут себя немножко не так, они более стабильны, и получается они более плавно выдвигаются. И в принципе с пулей всегда более равномерная выработка на щеках. Естественно, все это актуально при городской езде. Если вы ездите по трассе, у вас очень быстро будут борозды. Но не подходит 400-ка для езды по трассе. Тогда уж надо брать хотя бы 650-ку, и то с 650-кой вообще отдельно, то есть это к данной теме вообще не относится. Но у нее хотя бы щеки не изнашиваются. Там просто другая конструкция. Принципиально другая. То есть так и получается, что когда вы ездите много с круглыми грузами и долго, то у вас гораздо быстрее умирает сцепление. Вот здесь вот сцепление, в практически идеальном состоянии. По поводу круглых грузов и вибрации, мопеды, особенно начиная с К9, полностью в стоке, в хорошем состоянии, они очень часто страдают такой бедой, что мы трогаемся, и у нас есть такой троллейбусный, как даже не троллейбусный, звучок такой, и поехали. То есть это как раз вибрация колодок сцепления, когда они неравномерно прилегают к колоколу, то есть они ведут себя вот так вот, то есть коснулось, то есть касается много раз, как это сказать, дробление такое, вот. Как итог,
мы получаем ускоренный износ. Такой мопед разбираешь, и у него так немножко зализаны колодки. У него обычно хорошее сцепление, то есть это на маленьких, на минимальных пробегах проявляется практически с новья. Ты начинаешь разбираться, берешь шкурочку и чуть-чуть снимаешь этот слой, вот этот поверхностный. И вуаля, звук пропал. То есть причина именно в этом. Но, правда, через там 100-200 километров, если грузики не поменять, он появляется снова. То есть вот это вот просто конструкция варика, там, начиная с К9, она чуть-чуть изменена, и этот дефект проявляется просто более заметно для пользователя. Но на всех остальных мопедах с круглыми грузами это все дело тоже есть. Поэтому вот так вот грузики влияют на сцепление. Не знаю, выйду ли сегодня еще в эфир, вполне возможно, что нет, потому что ничего особо интересного сегодня не намечается. Поэтому на всякий случай всем пока. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк.